Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке делюсь полезностями. Полезностей у меня уже собралось великое множество. Есть такой у меня плейлист, где полезности и лайфхаки. Пожалуйста, заходите, там много чего интересного и полезного. Делюсь всем, что знаю. В данном видеоуроке я вам покажу, как сделать аккуратный наборный край. Аккуратный, эластичный. То есть я воздушные петли уже набираю крайне редко. Эм, Я сейчас вам покажу вообще три варианта. Два, которыми я пользуюсь, которые мне нравятся. Наборный край получается тогда эластичным, с края получается косичка. Использовать можно как при вязании, вот я использую при вязании ковров, я использую при вязании донышек у сумок. Также можно использовать при вязании любого изделия, одежды, чего угодно. И у меня будет в конце видео 3 образца, и мы просто их сравним. Вы в комментариях, конечно, делитесь, какой вам понравился больше, какой вы уже знаете, какой вы использовали, пробовали. Итак, приступаем. Будет первый эластичный набор петель, которым я пользуюсь очень-очень постоянно, практически всегда. Смотрите, в работе будем использовать полиэфирный шнур 5 миллиметров, у меня такой вот с сердечником, да, и крючок номер 7. Итак, для этого способа нам необходимо оставить хвостик. Здесь уже смотрите, если вы вяжете какое-то большое изделие, да, то вы сначала вяжите образец и просто считайте, сколько у вас сантиметров хвостика приходится там на 5-10 петелек. Итак, вот хвостик я оставляю здесь небольшой, потому что вяжу образец. Хвостик у меня внизу. Над указательным пальчиком основная нить. Вот таким образом завожу свой крючок и делаю узелок. И хвостик накидываем на крючок и основной нитью провязываем. Набираем воздушные петли. Накинули хвостик. Накинули хвостик. Вот так вот накидываем. И смотрите, какой нюанс. Вот я просто расскажу, как я вяжу, например, ковры и сумки. При вязании ковра я вот эту петельку делаю такой вот, как бы немножко ее вытягиваю. Вяжу не туго, делаю немножко свободной. Да, почему? Потому, чтобы край моего коврика не был стянутым. То есть мне надо такой вот чтобы у меня вывязался ровный прямоугольник. То есть я вот эту петельку немножко вот так вот вытягиваю. При вязании донышка для сумок, потому что я вяжу овальное квадратное дно, я наоборот эти петли вот так вот провязываю туго, потому что я потом обвязываю с одной, с другой стороны, и чтобы у меня посередине не было дырочек. То есть один и тот же способ, но я по-разному набираю для разных изделий. Набрали, сколько я здесь у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11 воздушных петель набрали эластичным способом. И если я вяжу просто столбиками без накида, я набираю одну обычную воздушную петлю, и у меня получается вот такая эластичная коса. Далее захожу в верхнюю часть своей косы и провязываю столбики без накида, ну, заодно ввязывая хвостик. Вот какой у меня получается край. Получается вот такая эластичная красивая коса.
То есть если даже вы вяжете просто столбиками без накида какое-то полотно, то у вас будут одинаковые края. У вас будет коса с одной стороны, смотрите, и коса, когда вы закончите вязать ваше изделие. Это первый способ. Сейчас покажу второй. Итак, я вам сейчас покажу второй способ, который мне тоже очень нравится. И наборный край получается тоже красивая эластичная косичка. Здесь уже не надо оставлять хвостик. Мы просто делаем узелок. И смотрите, наш шнур на указательном пальце. Мы вот так вот заходим крючком, подтянули петлю и провязали 2 петли вместе. Шнур на указательном пальце. Мы вот так вот сзади захватываем наши петли и провязываем. Подтянули, провязали. Вот получается тоже своего рода коса. Мы сейчас будем вязать столбики без накида, и я вам покажу, какое получается полотно. Итак, мы набираем обычную воздушную петлю, ее пропускаем и начинаем провязывать столбики без накида. Вот обычно, смотрите, заходим и провязываем наши столбики без накида. Вот какое получается полотно. Опять же, с этой стороны у нас косичка. Здесь косичка. Смотрите, ничего не стянуто. И сейчас просто наберем петли обычным способом и свяжем небольшой образец. И смотрите, третий вариант. Это наши классические воздушные петли. Я, честно, пользуюсь крайне редко. Сделали узелок и просто набираем воздушные петли. Просто классический способ. Набрали необходимое количество петель, делаем петлю подъема и за полупетлю мы провязываем столбики без накида. Сейчас я довяжу этот образец, и мы сравним все 3 образца. Я вам покажу разницу. Итак, вот наш последний образец. Здесь мы петли набирали обычным способом, да, воздушные петли. Вот какой у нас получается край. Ну, здесь я еще делала петли более-менее большие, но вот этот вот край у нас он особо не тянется, не растягивается, и косички внизу у нас нет. Я провязывала за полупетлю, то есть если вот так вот сильно натягивать полотно, оно не тянется. И посмотрим наши первый и второй способ. Смотрите, вот это полотно длиннее, это у нас первый способ. Полотно отлично пружинит, внизу получается вот такая косичка. Единственный нюанс, что если вы вяжете большое полотно, вам просто надо рассчитывать, какой хвостик вам оставлять. Но это совсем не сложно. То есть вы приблизительно один раз рассчитали, сколько у вас, например, вот такого шнура 5 миллиметров приходится на 10 провязанных петель. И просто математическая формула. И вот это второй способ.
Так, и вот это второй способ, да. Здесь тоже внизу можно заметить вот такую вот косичку. Здесь не надо оставлять никакой хвостик. Полотно тоже пружинит, и получается вот такое эластичное. Единственное, чем они отличаются, да, смотрите, первый способ, вот мои косички, во втором способе над косичками идут еще вот такие перемычки. Но внизу тоже получается красивая эластичная коса, а здесь таких перемычек нет. Я обычно пользуюсь вот этим первым способом, который с хвостиком. Но и второй, ну, согласитесь, тоже, если приноровиться, очень даже красиво, эластично получается, красивый образец. Поэтому, если была полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.